Настюша, здравствуй. Здравствуй. Поздравляю тебя. Ты уже в третий раз в программе снова приехала к нам. Хочу нашим зрителям с твоей помощью рассказать о твоей истории, как ты попала в биотехком, как жизнь твоя изменилась благодаря или не благодаря биотехкому, что в твоей жизни сейчас происходит и как ты вообще себя чувствуешь? Чувствую я себя отлично. Каждый раз по-разному, в принципе, нормально, неплохо. Изменилось все, с каждым разом все лучше и лучше становится, в плане, как говорится, финансов. А так, пришла самый первый раз я, когда у нас началась масштабная война. Тогда у меня еще мысль посещала, как я долго к этому, трохи и шла, но хотела на бизнес заработать. Хотела открыть свой бизнес, пришла с этой целью, и тут началась полноценная масштабная война. И не получилось, потому что разбомбили нам дом, ракета прилетела. Так получилось, что с семьей чудом спаслись. И уже, которую первую программу я прошла, то ушла так немножко на быт. Было трудно, конечно, с работами, совсем было немножко тяжко. Второй раз пришла я в программу, то получилось, что трошки нам государство выделило за то, что у нас разбитый дом получился, то нам государство дало сертификат. То есть вам выдали прям жилье или... Нет, дали сертификат на ту сумму, хочешь там добавляешь, что хочешь, покупаешь себе жилье. И то нам выделили сертификат, мы, естественно, с помощью со второй программы, то, что заработалось, то, естественно, я добавила денег и купили мы жилье. Слава Богу. Да, спасибо. Третий раз пришлось, потому что надо мебель, надо ремонт, все надо. Потому что квартиру в любом случае берешь без ремонта, все равно денег это. И это пришла в третий раз. У меня всегда с первого раза получались все мои попытки, да, с первого раза. Кристину Геннадьевне спасибо большое. Мы всегда с ней с первого раза у нас все получается. А так я же говорю, что... А третий раз это немножко приду сейчас, что-то на ремонт там трошки доделать надо, какую-то мебель где-то. И думаю, все равно заняться бизнесом. Открыть в нашем городе, в Николаеве, открыть бизнес. Все равно мысль не покидает. Может, конечно, дай бог, если все хорошо с этой программой пройдет, может, еще приду. Настюш, расскажи о своей семье. Семья, родные. У тебя знают, что ты в программе? Да. Я никогда этого не скрывала. Я этого, во-первых, никогда не стеснялась. Почему? Да, я понимаю, что я за это получаю деньги, но при этом я в первую очередь помогаю семье, которой, семья очень благодарна. И я уверена, что я уже два раза я выносила семьям, которые, я уверена, что они мне благодарны за такое счастье. Я же там, допустим, я же не знаю, сколько они могут, и 10, и 15 лет старались дитя себе сделать. У них не получалось, а я им смогла это подарить. Я, допустим, этим горжусь. Я это не скрываю. Я ни от родственников не скрываю, ни от знакомых. У меня даже, мы живем на районе, у меня на районе все знают, что я сурмама. И я этого не стыжусь и не скрываю. Я, наоборот, этим горжусь. Да, бывает, некоторые осуждают, ты же за деньги. Да, я не спорю, что деньги нам платят, и платят неплохие. Но мы тоже делаем немаленький труд. Мы вынашиваем родителям, которые очень этого ждут. И мы получаем свое, как говорится, вознаграждение. Даже не знаю, как правильно так выразиться. Они нам благодарны, мы им благодарны. Они нам помогают в трудную минуту, допустим, там жилье купить, приобрести или какой-то бизнес открыть. Каждая девочка приходит со своей целью. И каждая они. А мы им помогаем в том, чтобы они ждут своего счастья. Все. И
Настюша, расскажи о интервалах. Сколько проходила, я так понимаю, больше года проходила между программами, да? Да. А сама подготовка, она очень длительна или Около месяца, если я не ошибаюсь. Да, там 4 визита, ну, около месяца подготавливают. Если все хорошо у тебя по анализам, по всему, вот, во всем подходишь, то около 4 визита, ну, около месяца, и потом делают подсадку. Для каких стран ты вынашивала детей? Первые у меня были Канада, вторая у меня была Италия, а сейчас Англия. Есть ли, может быть, какая-то вот разница в твоем психологическом состоянии, физическом, вот разница между этими 3 программами? Ну, как первую программу я как-то вообще, я не понимала еще, вот, ну, беременная, я как-то вообще ничего не чувствовала. Второй раз, когда я уже пришла, вот как-то оно вот больше как-то немножко переживаешь за свое состояние. Ну не то, что даже за свое, за ребенка, чтобы у тебя с ребенком все было хорошо, уже как-то более опытная становишься. Третий раз, то вообще вот уже более как-то вот, ну, трусися над этим. Если там в первой программе летала, як аист, то бабочка. Второй раз так более-менее, а третий уже такая становишься, ну, более трусися. Да. Вот что-то вот так вот с каждым разом оно... Ну, Щепетильно, да, наверное. вот именно так вот оно, даже не знаю, вот почему оно так вот, ну, вот. И, ну, конечно, разница есть. Я же с первым то вообще не чувствовала. Второй так был более, а у третьей немножко, конечно, токсикоз есть. Вот бывает по утрам просыпаешься, вот плохо, вот там либо кислое, либо лимона поешь, и то немножко попускает. Вот. Ну, каждый, как говорится, ребенок, вот, ну, эмбрион дает о себе по-разному, я могу сказать, что вот, допустим, вот я же говорю, канадца, я когда носила в первой программе, вот, то вообще мне как-то вот, ну, не знаю, ничего особо Это был не мальчик? хочу. Да, у меня и первый, и второй был мальчик. А Вот сейчас? Сейчас не знаю Еще пока не знаешь. еще А маленький. какой сейчас срок? 7 недель. 7 недель, и думаем, будет все хорошо. Думаю, тоже будет мальчик. Был первый раз мальчик был, второй раз мальчик был. Вот, думаю, и этот что-то мальчик будет. А там кто Бог даст. Как часто тебе нужно приезжать в клинику сейчас? До 12 недель у нас каждые 2 недели плановые визиты. Вот, врач аккуратненько смотрит, спрашивает, как самочувствие, может что-то надо, ну, вот такое вот. Также сама медсестра постоянно звонит, хорошо ли вы себя чувствуете, вот, все ли у вас есть, там, ну, вот такое вот. Все переживают, как бы это. И вот каждые 2 недели ездим, врач посмотрел, все хорошо, там анализы, если надо, не надо, лекарства выдали, и домой едем. А на каком сроке тебе нужно будет переехать? Если все будет хорошо, все будет отлично, то на 28-й неделе мы переезжаем в Киев. И уже до конца родов мы находимся здесь. Расскажи мне, что-то изменилось вообще в клинике? Ведь все-таки ты 3-й раз, и по-любому есть какие-то, наверное, изменения, может быть, среди персонала, может быть, вот что-то изменилось в обслуживании, или все так же осталось? Ну, для меня, честно, все так же осталось. А может, просто, что я такой человек, как бы, ну, как сказать, даже... Не прискіпливо. Да, я, ну, не сильно придираюсь там к людям и всего. Ну, персонал, заходишь только в холл, девочки на ресепшене встречают с улыбкой. Это, кстати, ну, очень приятно, ну, мне это всегда нравилось. А ты заходишь, тебе девочки с улыбкой, ты уже с радостью заходишь, что ты тут, ну, нужна, как бы, в тебе это. Так же самое, идешь сдавать анализы, так же самое тебя с улыбкой, да, конечно, заходите, ложитесь, все аккуратно возьмут. Вот. Так же самое доктор. Доктор всегда, зайдешь к нему на УЗИ там, или это, он всегда с улыбкой поздоровается, всегда спросит, как ваше самочувствие, даже если еще не беременный, только на первичный осмотр, всегда спросит, как вы себя чувствуете, как вы себя, это, ну, я же говорю, для меня, честно, ничего не поменялось, все как было, так и осталось. Вот. А даже, ну, как сказать, я даже Может не знаю. быть, есть что-то, чего не хватает
Вот что было, допустим, в первой программе или во второй. Просто в обслуживании, может быть, чего-то тебе не хватает. Честно, все то же самое. Вот серьезно, вот для меня, вот, честно, даже и врать не буду, но для меня все то же самое осталось. Все, как было, все, как вот пришла я в первую программу, как нам там чай давали, булочки, так оно и осталось. Как персонал встречал нас с улыбкой там и с этим всем, то так и было. Вот, как вот медсестра у нас всегда 24/7 доступная, так она и есть. В любой момент, вот даже вот у меня с Николаева поезд идет, и вот я, допустим, вчера приехала вечером, вот днем села, потому что вчера у нас какое было четное, нечетное. И по нечетным он идет днем, а по четным он вечером идет. И получилось, что я днем приехала в Киев. И у нас спокойно можно в клинике ночевать. Разрешают, да. При этом даже ужин дают, оставляют девочки. Вот, и ты приезжаешь себе я даже вот написала медсестре, предупредила, что так и так я буду в такое время, да, хорошо, без всякого. Приехала себе с поезда, помылась, вот это мне больше всего нравится. Даже элементарно, если утром приехала, ты всегда можешь подняться, помыться себе, мне это очень нравится. То есть есть душ, все условия? Да, все условия, есть душ, все. Я же говорю, поднялась себе, помылась, знаешь, после поезда не очень приятные, как говорится, и запах, и И поднялась, и себе спокойно помылась, вытерлась, все оделась, и пошла к доктору на прием. Это очень хорошо. Так же самое у нас даже элементарно, если ты там не хочешь полностью мыться, есть даже в таких условиях БД. Да. Ты себе можешь спокойно пойти и сделать свои дела. Да, помыться, и это тоже очень, как для меня, это очень хорошо. Вот я особенно та, которая после поезда приезжаю, сразу люблю помыться, это очень для меня шикарно. Сейчас каждый день сутками обстреливают, пока ты находишься в клинике. Что ты делаешь, когда начинается тревога? Есть ли где-то укрыться, спрятаться? В клинике у нас в подвал мы спускаемся в обязательном случае. Вот, даже когда вот приезжаешь, медсестры, дежурные, они сразу говорят, если тревога, мы сразу спускаемся, берем одеяло, подушки, там есть диванчики, кровати, и спускаемся в подвал и ждем, пока тревога не закончится. Вот. Дома, конечно, честно, никто не прячется. Здесь в Киеве правила содержим в любом случае, но все-таки Киев немножко больше пострашнее обстреливают, чем даже у нас. Хотя вчера у нас тревога была ужасная в Николаеве. Почти всю ночь и обстреливали, и шахеды летали. Вот. И полночи, конечно, не спала, переживала за ребенка больше всего. Вот. То так писала, звонила посреди ночи, то вроде все нормально. То все было нормально. Но я же говорю, все равно переживаешь. И вот почему даже и хочется переехать с ребенком, как вот даже раньше было доступно, чтобы там, допустим, бабушку с собой взять. Понятно, что, допустим, сейчас муж, как говорится, работает, то его с работы не сорвешь, нет. А так вот бабушку можно было бы взять, да и уже здесь было бы рядом поспокойнее, как для меня, чем то каждый день труситься, когда читаешь те обстрелы, тревоги и все остальное. А там я же говорю, как будет. Настя, я хочу попросить у тебя разрешения в следующий раз снять твое УЗИ, пообщаться, может быть, будут какие-то изменения, посмотреть, как развивается еще это маленькая жизнь, процветает, как говорится, это только начало все-таки. Если ты позволишь, да, мы были бы рады к тебе прийти. Без проблем. Я благодарю тебя за откровенность, интервью. Надеюсь, что нашим зрителям будет интересно увидеть, что будет дальше, твое развитие этого маленького чуда. До новых встреч и еще раз спасибо тебе большое. Я приглашаю девочек, пускай идут, но это мое. И хай даже не задумываются. Тут очень хорошие условия, и вы будете очень, и родители так же само, вы им счастье подарите, то даже не задумывайтесь, идите сюда и не жалейте.